В этом ролике поговорим о непростых родственных отношениях, о насилии в семье под видом заботы о ребенке, о непростой общей судьбе матери и дочери, о негативных эмоциях, которые привели к необратимым последствиям. Попытаемся выяснить, к чему приводит нестабильная самооценка женщины. История дочери – это соло жертвы или дуэт с матерью? Добрый день, меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать вас в своем проекте Инфотея. Хочу поделиться с вами интереснейшей находкой – мини-сериалом «Притворство» 2019 года. Это просто прелесть, какая вкусняшка для любителей психологии. Это подарок любителям тонкой актерской игры и интересных диалогов. Диалогов, где весомо каждое слово. Любопытно, что сюжет фильма построен на реальных событиях. Речь идет о матери по имени Диди и ее дочери Джипси, семьи Бланшар или Бланчард. Дочь Джипси сыграла актриса Джоуи Кинг. Сюжет известен в психологии или психиатрии как делегированный синдром Мюнхгаузена. Для справки. Синдром Мюнхгаузена – это расстройство, при котором пациент осознанно симулирует симптомы какой-либо болезни или искусственно вызывает ее у себя. Все это ради внимания со стороны врачей и других людей. С этим заболеванием чаще сталкиваются врачи, оказывающие неотложную скорую помощь. В научной литературе существует около 20 вариантов наименования расстройства, такие как ложная болезнь, индуцированная болезнь, синдром Мюнхгаузена, деменция самосознания, хроническое аффективное расстройство, больничное мошенничество, синдром больничного преступника, симуляция и даже синдром Ван Гога. Делегированный синдром Мюнхгаузена – синдром Мюнхгаузена по доверенности. Это явление, когда симптомы болезни симулируются у подопечного, как правило, у ребенка или у взрослого человека, например, инвалида. Все это под давлением родителей или опекунов. Под влиянием манипулятора человек обращается за медицинской помощью, причем в связи с выдуманными болезненными состояниями. Впервые данное расстройство описал британский врач Гэвин в середине XIX века. Позже исследование болезни было проведено американским психиатром Ашером в 1951 году. Он изучил ряд клинических случаев, когда пациенты жаловались на свою судьбу. Они наполняли свою биографию неправдоподобными драматичными фактами. Именно Ашер дал современное название данному синдрому – синдром Мюнхгаузена. У делегированного синдрома есть еще и третье название – синдром Полли, в честь дочери барона Мюнхгаузена, которая умерла через год после рождения. Чаще всего жертвами делегированного синдрома становятся именно дети. Мать намеренно может провоцировать симптомы или усугублять течение болезни, добиваясь внимания к себе. Для имитации болезни у ребенка родитель или опекун может выполнять следующие действия. Намеренно заражать его инфекциями, отравлять, искусственно вызывать неприятные симптомы болезней. В итоге таких детей медицина лечит очень долго. Им назначают совершенно ненужные процедуры и препараты, которые могут нанести существенный вред здоровью дополнительно. Чтобы спровоцировать какие-либо нарушения, родители прибегают к различным способам. Однако так, чтобы не оставлять явных следов насилия. В одержимости к этим манипуляциям такие родители проявляют смекалку в разнообразии способов причинения вреда. Подробно описывать не стану. Причины развития синдрома Мюнхгаузена не ясны.
Считается, что мотивом симулирования болезни является желание получить больше заботы и внимания. Иногда это потребность в симпатии и психологической поддержке, которых часто не хватает. Не исключен также и корыстный мотив в виде получения разных материальных благ от государства или пожертвований неравнодушных людей. О корысти чуть позже. Кто склонен к проявлению признаков синдрома Мюнхгаузена? Есть несколько факторов, которые повышают риск развития синдрома. Детская психическая травма, пережитое насилие, болезнь в детстве, когда ребенку уделяли много внимания, наличие родственника, страдавшего тяжелой болезнью, расставание или потеря любимого человека, нарушение идентичности, лабильная самооценка, нереализованное желание стать медработником и даже работа в системе здравоохранения, истерическое и пограничное расстройство личности. Вовсе не обязательно, что перечисленные факторы приведут к развитию синдрома. Это лишь предпосылки. Это примечание для тех, кто любит выискивать у себя симптоматику разных заболеваний. Призываю не искать в себе того, чего нет. А еще буду рада вашему лайку и подписке. Продолжаем. Помнится, много-много лет назад мне очень понравился фильм, в котором заботливая мать ухаживала за своим ребенком. Она не отходила от него ни днем, ни ночью, ни дома, ни в больнице. И только позже выяснилось, что первопричиной нездоровья ребенка была она сама. Это некая изнанка не в меру заботливой и бесконечно контролирующей матери. Матери, которая не мыслит существование самой себя отдельно от других людей. Которая всецело зависит от своего ребенка и делает все возможное, чтобы тот зависел от нее, даже ценой самой жизни. Предлагаю чуть ближе посмотреть на наших героинь, маму Диди и дочку Джипси. Итак, перед нами мама по имени Диди. У нее, в свою очередь, были непростые отношения со своей матерью. Ее мама занимала место обвинительной позиции. Она любила говорить: иногда единственный выход – пройти сквозь огонь. И спокойненько отправила дочку проходить этот огонь самостоятельно, в места не столь отдаленные. Все это наложило отпечаток на характер героини мамы, которая мать Джипси. Посмотрим на характерные черты характера большинства пациентов с синдромом Мюнхгаузена, а именно эгоистичность и эгоцентризм, нестабильная самооценка, социальная дезадаптированность, высокий уровень тревожности, ипохондрия и истеричность, инфантилизм и мазохизм, нездоровый артистизм, бурная фантазия. Чаще таким людям не хватает внимания со стороны окружающих. Они чувствуют себя одинокими. Иногда у них не получается создать семью. Пациенты с синдромом Мюнхгаузена отличаются глубокими знаниями в области медицины. Эти знания нужны, чтобы максимально правдоподобно сформировать историю болезни и не попасться на лжи. Перед обращением к доктору они изучают медлитературу о заболеваниях и симптомах, продумывают все детали с филигранной точностью. Также поступала наша героиня-мать Диди. Как обращалась мать со своей дочкой Джипси? Прямо скажем, жестко. У Джипси была одна единственная строго прописанная роль – быть нездоровой, быть вечным ребенком. Ведь ко взрослым инвалидам общество уже далеко не так щедро и лояльно, поэтому Джипси навсегда должна была оставаться ребенком, чтобы иметь возможность получать социальную поддержку.
Диди все держала под контролем. Использовала зонд для приема пищи, строго отслеживала каждое действие дочери. А еще она брила голову Джипси наголо. Для чего? В этом акте подчинения просматривается утверждение власти. «Ты моя, что хочу, то и делаю». Здесь кроется не только стремление к тому, чтобы дочь выглядела странной и болезненной. В этом еще усматривается проявление агрессии в отношении внешности дочери. Волосы – это атрибут женственности и красоты. В матери проявлено желание изуродовать, чтобы не позволить взрослеющей дочке стать привлекательной. Заглушить зарождающую сексуальность на корню. Посмотрим на этот кукольный образ дочки. В этом образе проявление желания матери, чтобы дочь оставалась словно маленькой и почти бесполой навсегда. Такова была задумка матери. Является ли такое поведение нормой в отношениях матери и дочери? В норме со стороны матери предполагается естественное желание заботы о своем ребенке. Но это не про нашу героиню. С одной стороны, я понимаю маму, мне близки ее переживания и страхи, и по-человечески никто и никогда не пожелал бы этой маме такой участи, которая ожидала ее в развязке. Но одновременно она вызывает отторжение и неприятие. Быть рядом с таким человеком под одним кровом очень страшно. Если же отождествить себя с дочкой, я начинаю чувствовать ее нарастающие негативные эмоции. Сомнение, недоверие, неприятие матери и в результате едва скрываемый жестокий протест. Я чувствую это удушье, которое вызывает мама в душе своей дочки. Как же сформировался характер героини дочки по имени Джипси? Джипси делает важное открытие. Если ты с детства подвергаешься физическому и психологическому насилию, ты не знаешь, что это именно оно – насилие. Для тебя это норма, обыденность и даже форма заботы. Джипси ощущает путаницу в ориентирах, которая наблюдается у жертв семейного насилия. Жертва не понимает, что хорошо, что плохо, что является заботой, а что принуждением. Не понимает, где проходит грань между волей одного человека и свободой другого. Ей может быть свойственна специфическая зашоренность ребенка, не имеющего перед глазами адекватных моделей отношений. Маму она, хотелось бы сказать, любит, но нет. Терпит, насколько это возможно. При этом отлично учится лгать, притворяться, носить маску. А еще она находит возможность вести ночную, свою собственную жизнь. Жизнь, отдельную от мамы. Жизнь, в которой больше нет запрета на взросление и проявление интереса к мужчинам. Теперь она сама по себе. Уже не маленькая беспомощная девочка с принудительно остриженными волосами. Теперь она вполне взрослая девица, которая вовсю интересуется мужчинами. Все в соответствии со своим возрастом и темпераментом. Если поиск чего-либо начат, вполне закономерно, что цель поиска рано или поздно найдется. И вот он, наш третий прелюбопытный персонаж – Ник Гаджон, или иначе Николас Годе-Джон. Странноватый, впрочем, как и Джипси. От природы психически не вполне здоровый и тем более интересный. Актер мне неизвестен, но сыграл отлично. И этот его расфокусированный взгляд, и детские ужимки, и молниеносные переходы в тревожные состояния. За всем этим так интересно наблюдать.
Повезло ли Нику или не очень, решать зрителю. Так или иначе, беспомощная в кавычках Джипси сыграла в его судьбе роковую роль. Джипси, прекрасно владеющая техниками манипуляции и лжи. Вернемся к отношениям матери и дочери. Про материальное обеспечение семьи. Для иллюстрации посмотрим на фото реальной Диди. Не хочется давать оценку и говорить что-то неприятное в отношении ее внешности, но предположу, что с такими специфическими внешними данными ей непросто реализоваться в социуме. Ее самооценка нестабильна. Ей непросто найти источник материальных ресурсов. Поэтому Диди находит вот такой оригинальный способ. Она задействует дочь в получении материальных благ. Да, когда происходит что-то из ряда вон, помним об одном из главных мотивов – деньги. Ее мотив – обеспечение материального ресурса для существования. Звучит страшновато, но так часто бывает в обычных родственных отношениях, когда у кого-то нет возможности зарабатывать, обеспечением семьи занимается тот, кто в силах. Для Диди ее дочь была ресурсом. Матери не хотелось терять позицию власти, потому внутрисемейные отношения между мамой и дочкой были насквозь лживыми. И внешние отношения героинь с окружающими людьми были такими же лживыми. А балом правили тотальный контроль, обман и принуждение. Хочется обратить внимание на следующий момент. С одной стороны, Джипси безмерно страдала от материнского деспотизма. Но если подумать, каким образом они могли бы материально себя обеспечить, если бы не придумка матери? Да, способ жестокий, но... А что, если иначе было невозможно, учитывая исходные данные Диди? И так ли уж невыносимо было девочке, пока они играли общую партию скрипки? Возможно, внутри нее было внутреннее согласие с мамой. Думаю, чутьем она понимала, что ее мнимые заболевания – источник их существования, так называемые скрытые выгоды. Так все же, история Джипси – это соло жертвы или дуэт с матерью? Интересно ваше мнение в комментариях. Думаю, возможны оба варианта. Дуэт был много лет, пока в маленькой девочке было мало осознания и много слияния. До того момента, пока взрослеющая соло не заиграла свою партию. Как бы там ни было, однажды Джипси переполняется энергией протеста. Впрочем, как почти любой подросток. Да, много лет она была жертвой своей матери. Как известно, у насилия две стороны медали. С одной жертва, с другой садист. В коммуникации жертва-садист невозможно предвидеть точно, когда они поменяются местами. Ровно так, как случилось в этой истории. Бывают моменты, разбивающие жизнь как будто надвое. В следующую секунду больше никогда не будет так, как в предыдущую. Пространство, мгновение ока, словно четко делятся на «до» и «после». И бывает особенно сложно, когда моменту «после» предшествует твое собственное решение. Решение Джипси. Карающая рука занесена. Дочь отвечает матери ответным ударом. Совершает непоправимое действие, преступление. С этого момента ее жизнь изменилась навсегда. Впереди долгие годы предстоящего законного наказания. Возникает вопрос. Что же делать, если есть подозрение на наличие данного синдрома? Эффективных мер профилактики синдрома Мюнхгаузена нет. Однако общественности стоит обратить внимание на проблемную семью.
Что делать человеку, подвергшемуся манипуляциям в рамках описания синдрома? Можно и нужно привлечь внимание психотерапевта. Необходимо исключить наличие реальной болезни, которую не удалось диагностировать ранее. Рекомендуется поддерживать социальные контакты. Как правило, пациент испытывает дефицит общения, у него нет близкого человека, того, с кем он мог бы поделиться своими проблемами. Поэтому следует не замыкаться в себе, а стремиться развивать навыки общения и настраивать себя на позитивную коммуникацию. Рекомендуется также оградиться от влияния и манипуляций со стороны агрессора. В фильме «Притворство» мы наблюдаем интереснейшие взаимоотношения матери и дочки. Они раскрыты очень убедительно и захватывающе. От игры актеров просто невозможно оторваться. Герои находятся в непростых ситуациях, варятся в собственном соку и принимают решения на основе домыслов и ощущений. Им сложно и страшно. Рекомендую эту психологическую драму. Желаю приятного просмотра фильма и помним, в какой бы сложной ситуации мы ни находились сейчас, исправить можно все, кроме смерти. Напоследок фото реальной Джипси. Волосы, к слову, отросли. Чтобы не потеряться, можно подписаться. А еще можно добавить ролик в свой плейлист, чтобы вернуться к нему снова. Благодарю за внимание. Обнимаю. Ваша автор Инфотея. До новых встреч. Пока-пока.